Вы слушаете подкаст «Лайфхак». Здесь мы говорим о полезном максимально коротко. Откуда берется сухой кашель и когда нужно идти к врачу? Обычно он проходит сам, но в некоторых случаях придется обратиться за помощью к медикам. Откуда берется сухой кашель? Если влажный кашель вызван желанием избавиться от скопившейся в дыхательной системе слизи, то основная причина сухого – раздражение стенок верхних дыхательных путей. Нередко люди начинают кашлять, когда вдыхают сухой горячий воздух, дым, пыль или другие раздражители. Чтобы все прошло, достаточно выйти в хорошо проветриваемую зону. Если вы кашляете дольше, например, несколько дней или даже недель, причины, скорее всего, более серьезные. Вот основные из них. ОРВИ. Сухим кашлем сопровождаются многие виды острых респираторных инфекций, в том числе грипп и COVID-19. Также кашель может сохраняться некоторое время после перенесенной болезни. Аллергия. В этом случае раздражитель – вещество аллерген, к примеру, пыльца растений. Астма. При ней воспаляются и отекают дыхательные пути, из-за чего в горле першит. Коклюш, некоторые виды пневмонии и хроническое заболевание легких. Изжога. Желудочный сок поднимается по пищеводу и провоцирует раздражение в горле. Также причиной сухого кашля могут быть побочные эффекты некоторых лекарств, например, препаратов от повышенного артериального давления. Когда надо обратиться к врачу? Обязательно проконсультируйтесь с терапевтом, если сухой навязчивый кашель продолжается более 3 недель и улучшений нет. Кашель настолько сильный, что мешает общаться с другими людьми. Появились одышка, ощущение кома в горле, невозможность вдохнуть полной грудью. При кашле бывает кровь. Изменился голос. Появились шишки или припухлости на шее. Или вы начали необъяснимо терять вес. Также стоит посоветоваться с врачом, если есть другие признаки инфекционного заболевания, например, высокая температура или когда кашель становится хроническим и длится более 8 недель. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхак» на всех удобных платформах, ставьте ему лайки и звездочки, оставляйте комментарии. Услышимся!